Всем вам вселенский привет! Здесь я сделаю для вас расклад на картах Таро и на картах Ленорман, а вы узнаете, что у вас на пороге, что вас ждет, какие советы дадут карты. Я знаю, что карты очень правдивые, а я также для вас разложу, с вашего позволения, карты ангелов. Я возьму 2 карты ангелов, чтобы вы могли выбрать. Конечно, вы хозяин-барин, вы выбираете то, что вам удобно. Мне очень важно было, чтобы вы видели стол, и с вами я могла побеседовать, и у вас должно появиться такое чувство, что вы сидите напротив меня. Это на самом деле так и есть. И этот фон, это такой звездный фон, потому что таким образом мы чувствуем присутствие космоса в нашей жизни. Сейчас ведь звездное время, вы знаете. Итак, первая карта ангелов и вторая карта ангелов. Эти карты позволят вам сказать, что хотят вам передать, какое послание хочет вам передать ваш ангел-хранитель. А также я для вас разложу Ленорман, вот эти карты. Ленорман и Таро. Вы можете себе выбрать, какие карты выйдут из Ленормана и из Таро, потому что вы хозяин-барин. Для меня вы самый важный человек, тот, который нажал «Посмотреть». И я хочу, чтобы вы получили максимальную пользу от моего видео. Поэтому кто-то выберет какой-то процент из Таро, как подсказки, кто-то из Ленорман, а кто-то выберет все подсказки. Но главное, знайте, что видео сделано целиком, оно не длинное, и я вам рекомендую, чтобы максимальную пользу получить, смотреть от начала и до конца. Итак, что же вас ждет? Какие советы дадут Таро? 3 карты. И что я вижу здесь? 10 пентаклей. Вас ждут деньги. Но это наверняка, здесь можете вообще никак не сомневаться. Вас ждут деньги. Кстати, 10 – это новый виток в заработке. Это означает, что вы, например, найдете лучшую работу или ваш любимый человек, найдете новые возможности для заработка. Или, например, начнете свою работу делать по-другому. То есть не израсходовать свою энергию, а работать настолько ровно, сколько вам платят на предприятии. У вас еще вечером будет время для подработки, для того, чтобы делать то, что вам действительно в кайф, что вам по судьбе, что вам приятно. И вот это, что вам приятно, начнет давать очень большие деньги, потому что 10 пентаклей – это очень большие деньги. И вы со временем сделаете делом своей жизни. Это я только один сценарий нарисовала. А тот сценарий, который вот вам сейчас подсказывает интуиция, тот правильный. Но карты говорят одно: больше не будет никогда бедности. Страх бедности выбросите через форточку. Это архетипичный страх, он есть у всех людей и даже у миллионеров, и которые не смотрят расклады и не знают, что это можно вылечить, и они поэтому занимаются вот этим накопительством, да. У вас не будет страха бедности, у вас будет много денег, у вас будет интересная работа, и вы будете не просто зарабатывать, но еще и с удовольствием жить. Итак, это принцесса жезлов. Принцесса в этих картах, кстати, я не сказала, это колесо года, очень мощные карты. Принцесса в этих картах – это пажи. Пажи всегда ищут ответ. Пажи – это искатели, это поиск решения. Пажи – это хлопоты, заботы, стремление улучшить свою жизнь, стремление найти лучшее место под солнцем. И именно это о жезлах. Потому что жезл – это ваша персональная энергия. Вам нужно действительно, судя по этим 2 картам, распределять правильно свою персональную энергию, потому что в этом и есть алгоритм счастья, чтобы энергии хватало на жизнь, на удовольствие. Удовольствие – это просто дыхание, просто смотреть на чудо мира, ведь природа во всех странах одинаково красивая. И это дается нам безоплатно, Творцом вот так, даром. И это нельзя купить ни за какие деньги. Но я не об этом говорю. 10 пентаклей, у вас еще и денег будет много. А паж жезлов, что вы сейчас ищете, или будете искать, если послушаете совет карт, ищите, как благоустроить свою жизнь, как сделать так, чтобы все было по полочкам. Кстати, вот это важно. Когда у нас все в жизни по полочкам, тогда жизнь лучше.
Потому что мы не тратим энергию зря на поиск, например, того или другого, потому что оно хаотично устроено. Я не имею в виду по полочкам вещи только. Я имею в виду по полочкам все. Как отношения, например, решить, что и как для вас работает в паре, чтобы не было потом качелей, да? Или же на работе, или в семье с детьми, с родителями. Все равномерно, все так, как вы хотите, а не так, как вас кто-то заставляет делать. Паж – это поиск своего пути. Пажи, они, знаете, не... Это как молодые дети, как вот молодые люди, где-то до 23 лет. И это вы в любом возрасте. Кстати, мальчик вы или девочка, у меня всегда видео для всех. Почему-то меня иногда мальчики спрашивают, а почему только для женщин? Ну, я от лица женщины говорю. Было бы странно, если бы я как-то по-другому, да, говорила. Ну, конечно, это для всех. В общем так, у вас молодая энергия поиска. А вы сейчас спросите у себя, чего вы ищете. Некоторые ищут успешно продать недвижимость или купить, приехать в лучшее место, получить лучшую специальность или кто-то из вашей семьи. Некоторые ищут, как сделать так, чтобы жизнь не проходила мимо, как идти по своей дороге. Паж ищет свою дорогу, как молодой человек. И это то, что вы сейчас будете делать. Еще карта сила. Но это вообще мощнейший расклад, сразу вам говорю. Вот в комбинации из 3 карт вы входите в свою силу. Сила – это как во все масть жезлов, это сила. Ну а все карты жезлов, их 10 карт от туза до десятки, а потом еще карты двора, они все вместе реализуются в старшем аркане сила, потому что жезл – это сила. У вас есть та внутренняя сила, которую вы еще не откопали. И я хочу напомнить, чисто по духовному закону, мы, люди, думаем, что нам нужно чему-то научиться у внешнего мира. Забываем, что внешний мир не для того, чтобы у него учиться или чтобы повторять там успех других людей. Внешний мир только для одной цели, чтобы с ним взаимодействовать. Жезл – это карта успешного, грамотного и умного взаимодействия с внешним миром. Да? Это то, что самое главное для нас. И если мы будем придавать этому значение, я вам гарантирую, что очень скоро вы станете и богаты, и счастливы. Я вам даю алгоритм счастья здесь, да? Вот. А внутренний мир у человека уже все есть для счастья. Вам только нужно откопать этот ресурс. Это такой глубокий колодец, да? И карта сила говорит, вы откопаете этот ресурс. То есть вы предлагаете миру то, чего у вас в избытке, вы умеете с миром взаимодействовать, и так вы становитесь миллионером. Вот такой простой алгоритм в этих 3 картах. Многие из вас станут миллионерами, я вам это гарантирую. Итак, расклад гарантирует, да, а не я. А теперь мы посмотрим на Ленорман для вас, что Ленорман вам посоветует, какие даст советы вам Ленорман. Это карта ребенок, новое начало. Вы знаете, карта ребенок, она о свежих мыслях, о свежих действиях, о том, чтобы вы делали, чтобы добиться какого-то результата, но новым способом. Это новые знакомые для любви, это новые партнеры какие-то, это новые клиенты, это интересная новая жизнь. Вот Ленорман подтвердил то, что на Таро было видно. Вам будут приходить новые предложения, письмо и ребенок. Вам будут приходить новые предложения по почте. Вам будут приходить записи от людей, которые хотят с вами встретиться, взаимодействовать. Это может быть новый мужчина в вашей жизни, это может быть новый любимый, это может быть вообще новая интересная жизнь, новый гардероб, новый крем для лица, потому что теперь это все новые технологии, они очень хорошие. Вообще, знаете, все новое нужно. Здесь перемены. Ребенок и письмо. В перемене осознания себя. Может быть, это купля-продажа успешная. Кстати, это деньги, почта, новые деньги, почта. Понимаете, жизнь – это перемены. То, что не меняется, то не живет. Но мы часто хотим, чтобы не было перемен. Мы боимся перемен. Карты часто показывают, чего вам не нужно бояться. И я просто читаю каналы карты, вы точно поймете, что я имею в виду. Медведь. Медведь, конечно, это карта силы. Это как карта сила Таро. Медведь и сила – это одинаковые абсолютно карты. Место силы точно. Что такое место силы? Самое главное для вас послание. Медведь говорит, что будет у вас власть над вашей жизнью.
Медведь говорит, что будет у вас человек, который как скала, к которому можно прижаться, который всегда поймет и защитит. А нам, женщинам, нужно хотя бы для осознания. Это не обязательно, чтобы он рвал весь мир за нас, но бы что-то чувство было. Для гормонального, кстати, фона. Ацетоцин, по-моему, да, вот только тогда вырабатывается, когда есть вот такая радость, да. Итак, что мы здесь видим? Медведь – это, может, вы, человек очень успешный, потому что медведь – это успех. Это может быть ваш любимый человек, он для вас сделает успех и сделает вашу жизнь прекрасной. Это может быть начальник, который вас заметит. Это что-то очень хорошее. И когда 3 карты, новый медведь – это новый знакомый, это новый клиент, это новая роскошная жизнь. Это то, что будет ждать вас в скором времени. Посмотрите, по 3 карты, ну как они все глубоко для вас прочли. Давайте возьмем советы ангелов. Кстати, как я сказала, вы можете выбрать первый совет, второй совет. Или лучше, конечно, 2 посмотреть. 2 лучше, чем 1. Здесь написано serenity. Serenity – это, знаете, это не покой даже. Это умиротворение. Где-то примерно так. Вы знаете, лучше всего переводить в моменте, потому что точного перевода никогда не бывает. И когда в моменте перевод, поэтому я не люблю карты переведенные, я люблю именно на том языке, который автор создал. Потому что когда мы в моменте переводим, это живое чтение карт получается, да? Serenity – это умиротворение. Это не такое пассивное умиротворение, это активное умиротворение. Когда вы активно живете, делаете все, что от вас зависит, то, что вам приятно, во-первых. Второе – то, что вы можете делать. Третье – что от вас зависит. И от этого вам хорошо. Вы уверены, что будет прекрасный результат. Вот это serenity. Вы не рвете сердце, потому что кто-то вам сказал, что его нужно рвать. А нам часто, нас, к сожалению, так ужасно запутывает общество, да. Вот serenity – это когда вы уверены в результате. И дело не в результате, а в самой дороге к результату. Результат точно будет, медведь, сила. Но дело в самой дороге, которая роскошная, шикарная дорога у вас в жизни. В общем, это так. Ангел-хранитель, здесь ангел изображен, ангел умиротворения, говорит, что не волнуйтесь, не заботьтесь. И, наверное, этот ангел, он знает, что вы часто волнуетесь, что вы часто не верите в себя. Вы знаете, зеркало, вот здесь, это ангел зеркала тоже, да, здесь отражение на этой карте есть. Я вам сделаю фото и помещу в конце расклада, чтобы вы их ближе посмотрели, хотя я показывала, но я еще помещу фото. Понимаете? Дело все в том, что когда мы смотрим в зеркало, и у нас кислое выражение лица, это для всех естественно, потому что мозг любит помнить плохое, чтобы его не повторить. Мы должны усилием себя заставить видеть хорошее, потому что мозг хорошего вообще не видит. Мозг видит плохое, чтобы мы не повторили. Мозг себя защищает сильно, и он иногда нам ущербно это делает. Поэтому этот ангел Serenity говорит, когда смотришь на себя в зеркало, делай умиротворение на лице. Потому что зеркало – это программирование себя. Вот так карты сказали. Вторая карта ангелов написана Signs. Она очень часто почему-то выходит. Именно в раскладах эта карта очень часто выходит. Хоть при вас беру карты, я их готовлю долго. Эта карта чаще всего в раскладах выходит. Значит, многим моим слушателям именно это послание нужно знать. Signs – это знаки. Знаки, которые подают ангелы. Это знаки любви, знаки защиты от ангелов. Это, знаете, как мы видим, например, какое-то облако в каком-то определенном ощущении. Например, в облаке мы видим птицу. Это прекрасно. Это нам знак свободы. Когда мы видим в облаке птицу, это же разговаривает с нами Творец. Нам необходима свобода. Может, мы чувствуем себя зажаты на работе в каких-то рамках или в семье, нас гнетут, что-то от нас хотят постоянно. Мы хотим свободы. Все люди хотят свободы. И говоря уже о птице, как раз вот это сочетание, знаете, что делает птица? Когда птица сидит на веточке, я иногда здесь вижу, это я каналы карт читаю, я не отвлекаюсь, чтобы вы знали. У нас здесь есть аисты, нет, не аисты, это цапли.
голубые цапли, целое поселение голубых цаплей. Мы иногда видим их гнезда, иногда они поселениями гнездятся, и это непередаваемая картина, как Jurassic Park. Это точно вот Спилберг оттуда взял этот звук, как они кричат, вот как динозавры. И гнезда на тоненьких деревьях, гнезда огромные, а эти цапли, они огромнейшие. Они сидят в этих гнездах, как они там помещаются, не знаю, у них уже эти птенцы взрослые почти тинейджеры. И как они это могут делать? А я вам скажу их секрет, мне открыт этот секрет. Когда птица сидит на ветке, вот большая птица на тоненькой ветке, как орел, например, да, и так далее, птица не рассчитывает на ветку, птица рассчитывает на свои крылья. Вот подумайте об этом. А мы, люди, рассчитываем на ветку всегда. Да? Мы не рассчитываем на свои крылья. Человек должен рассчитывать на себя. И я знаю, что эта ветка вас выдержит. И вот и медведь, и сила. Но рассчитывайте на свои крылья, укрепляйте свои крылья. Но это физические упражнения, хорошая еда, позитивный настрой, оптимизм и видеть возможности, и стремиться к лучшему, и кайфовать, пока идете к этому. Ой, слушайте, такой расклад мощный, и так сегодня раскрывались карты. А я скажу, что я вас всех люблю, обожаю. Вы для меня родная семья. Я с вами дружу, потому что делаю расклады. Можно и со мной дружить. Это подписка на канал, и абсолютно ничего не стоит. Дружба за деньги не бывает. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А я знаю, что мы с вами скоро и очень обязательно увидимся.